subs and cheer benefit Doctors Without Borders, and all followers will be entered into daily midnight drawing. Go to twitch.tv/mlpinball. And now we're ready for our next one, 1001 Spikes with a double taco. О, мы начинаем с дабл така. Yeah. So, hey everybody, this is 1001 Spikes. It's a game by Nicholas, who you may know for the Binding of Isaac remakes, porting Cave Story to anything that'll sit still long enough, and maybe the Legend of Tyrone. And my couch can go ahead and introduce themselves. I'm Metalama. Hi, I'm Vorpal. And they're the chumps who I managed to drag in here. So I'm ready whenever time's ready. All right. 3, 2, 1, go. 3, 2, 1 и поехали. На самом деле эта игра ближе всего к для Мулана. Да, только она более платформер, нежели что там еще пазловые элементы есть в Мулане. Сколько я помню. Очень мало RNG в игре, в основном все... Весь геймплей относится к тому, как хорошо вы делаете прыжки и так далее. Одна из вещей, которые вы заметите, что я делаю, это отменяю анимацию в конце каждого уровня. И это сохраняет примерно 2 секунды в каждом уровне. Это сохраняет очень много времени в конце игры. Сейчас он будет делать быстрое падение. Когда вы на краю, вы хотите делать вот это быстрое падение, потому что таким образом вы сохраняете время. Окей. Надо слушать к звуку, чтобы не пропустить шипы. Почти конец первого мира, но это по сути туториал, и ран становится полис. Пропускаем флаг, это самый важный скип, он делает абсолютно ничего. Если вы пробегаете мимо него, он падает и грустно. Есть, да, говорит, есть 2 типа прыжков, маленькие и высокие, и есть 2 прыжка. Вообще в этой игре 2 прыжковых кнопки. Специально один для высоких прыжков, один для низких. Из-за этого многие люди путаются, когда играют в эту игру. Просто играют. Первый сложный уровень в ране. Очень мало пространства для ошибок. Следующий бой, полагаю. Говорит, если у меня не получится, то я провалю его и умру. Первый прыжок тоже очень-очень точный. Эта игра быстро превращается в что-то больше подобное. И пропускает Скорпиона, это довольно сложный прыжок. Он только что забуферизировал прыжок за 7 фреймов до того, как следующий до того, как исполнил следующий прыжок. Это что-то типа отмены анимации. У него был первый прыжок, который он отменил, и произвел второй. Из-за счета этого он перепрыгнул через Скорпиона. Это очень сложный уровень, казуально, и случайно приземлился на огонь, умер.
Говорит, к счастью, нам не приходится делать верхнюю часть уровня. Если бы пришлось, я бы не вспомнил, как это делать. Уф, опять случайно умирает. Уже много времени терял на этом уровне. Единственный способ атаки — это кидать ножи. Ножами вы можете атаковать скорпионов или блочить ножики, которые вылетают из голов. Alright, this is just a hold right level, so now we got time for a donation or two. Sure thing. We have 25 Есть время несколько донатов, потому что это good luck, Double Taco. переходной уровень. And we have $30 from WNO, who says, "Grats Taco on your БНК монитор лучший раннер. Thanks, dude. 5 years ago, an MSF compound hosted me at a great cookout in rural Africa. Now it's my turn to return the favor with some interest later." Alright, there's another audio cue here that I'm going to shut up for. Опять слушает звук. There we go, got it. Окей. Now I have to count this down here to keep track of the spikes. Ну, просто считает циклы шипов. Что он здесь? Alright, hard part of that level's over. Сложная часть этого уровня наконец закончилась. Nice. Yeah. World 3 looks really impressive, and Третий мир for the выглядит most part, it очень doesn't have that круто many complicated things going on in it. и в основном не Just a является little bit каким-то of сложным. relaxation before we get to World 4 and 5, which are just real tough. Да, он говорит такой... Это уровень более... Не уровень, весь третий This is мир time for another более-менее. donation or two if you Такой want. зона релакса перед тем, как вы попадаете Sure в thing. We миры usually got a bunch 4 и of 5. donations. We have $20 from All or AAL, who says, "Ha ha ha, good try. Here's the money. Cause- Your choice, announcer." And that is for EGA for Ayla's name and Chrono Trigger. К разговору о несложных We have уровнях. $25 from Очень Slam далеко в Vivian, уровне он who умер. says, "I just wanted to say there's been a great week so far and really excited for Вроде what's как to come." 17 минут. Учитывая, сколько он уже минут потерял, он, We конечно, have $5 from не очень Anonymous, чисто who идет, says, но "Do it for Nep Nep Taco." Please no. сложные игры, конечно. Иногда бывает, что на компах ГДК как-то не так работает игра, но он на это как бы не жалуется, но помнится мне был один раз, я не помню, был тогда рестрим уже или нет, когда ранили Питбоя на 106%, его ранил, Alright, we're coming up on the end of the easy half. помню уж кто. After this stage, which is where the Мэтти Айс, по-моему, но не суть. И у него джойстик не работал, он не мог там делать трюк. Потом выяснили, что это в настройках винды была какая-то фигня. So, may I ask what those skulls are? I assume that they're some sort of collectible that is probably not necessary to say like an any percent А что, для чего нужны вот эти черепа в этой игре? Шипы это просто... Шипы это просто коллекционные предметы. There's one in each of them in the Ukampa half of the game. And what they do is, first they give you a 1-up, which is, you know, sort of important, I guess. You start out with a ton of lives. But then they also... Дают жизни и... Once you get all 30 of them, it unlocks the final boss in the second half of the game. So in order to, like, fully После того, как вы соберете все, вы получаете доступ к какому-то еще одному боссу. So is there also a key 100% собирать все черепа нужно. Для этой категории нет. Right. So what I just did there is the last big movement technique. The purpose of which is to make it here before this flamethrower fires. So on my way back, В начале этого уровня он сделал какой-то очень быстрый прыжок. За счет этого он успел в цикл огнемета. So what I did was jump and throw a knife. And I'll be able to show you why. Он прыгнул и кинул нож. Сейчас пробую это объяснить. Для чего? Может видеть, когда он кидает нож на земле, он встает, то есть вы не можете выстроить, вы не можете построиться по циклу. Но если вы кинете нож в прыжке, вы не остановитесь.
There's only a certain range you could do it at. And actually, if you do it from the absolute maximum range, while the scorpion is walking away from you, you will whiff and the scorpion will turn around and poke you. Oh, now I get to wing this too. Залажал цикл, теперь ждет Ah, полное окончание So, цикла. И there is a ой, lot of ран не recovery идет, stats in a конечно, lot у of these дабл levels. така. So if you kind of hit your head once, В большинстве уровней, говорит, есть страты, чтобы восстановить утерянный прогресс, то есть recovery страты. Но пока что-то у него с этими recovery стратами не ладится. Я вижу, что этот ран воспринимается крайне хорошо как завершенный ран, но волнение, возможно, сказывается на дабл-таку, то есть руинит конкретно, конечно, парниша, но надо не хейтить его, надо просто направить в него свою энергию, и у него все получится. И попадает в цикл. Ждем шипы. Да, говорит, что несмотря на вашу скорость в начале этого уровня, в цикл шипов вы никогда не успеете. World 4 has a lot of people's favorite music in the game. I've grown to dislike it because the world. Четвертый мир является содержит один из любимых саундтреков различных игроков, но я, говорит, ее не люблю, потому что это очень тяжелый мир. Поэтому я не наслаждаюсь ей, она приносит мне боль. В четвертом мире есть очень много вещей, которые как будто бы рандом, типа вот этих фаерболов, но на самом деле они не рандомные. Есть определенный паттерн. Да, на всякий случай перезапустил, потому что, говорит, я не знаю, что теперь там делать. This strat is extremely hard, by the way. There's an even harder version of it too in the IL. I don't think that harder version was even around when I was. Эта страта, говорит, очень сложная, и индивидуальный уровень, когда ранится, страта для этого уровня еще сложнее. Take a little safety strat here. Give me more time down here, because then you can fall and miss that orb. Now 4-2 is pretty cool. It's also the hardest level in the run. 4-2 это самый сложный уровень в ране, это вот этот. Он является наиболее интересным, потому что в нем есть все основные техники передвижения, присутствующие в этом спидране. Использует быстрое падение. Быстрое падение — это когда он, я так понял, обнимает стенку, он падает немножко быстрее. Да, он потерял паттерн. Ну, в смысле, не потерял, а... Да. Уф, и случайно нажал дэш, но не дэшнулся. Из-за того, что пропустил цикл, он не смог пройти скорпионов, начал играть сейфово и... Мог играть сейфово. Игра по оформлению, конечно, да, действительно очень похожа на Ламу-Лану, только более пиксельную. Окей. Уф! Take my energy! Так же надо сделать всем. No ruina, please. Сколько всего миров, как я понял, 5. И окей, перепрыгивает через последнего скорпиона в том числе. Это уровень автоскроллер, можно почитать донаты.
$50 from Samba de Amigo. He says, good luck, Taco, and remember, I am the champion of the ninjas. Y'all should watch Ninja the Protector. It is a heck of a movie. We have $200 from Zeke15, who says, go Taco, love Zeke. Aw, thanks, Zeke. Love you too, Zeke. Шипы прямо на выходе, это, конечно... We have $20 from Palacer, who says, hi, Double Taco. Good luck on the run. Glad I get to see the face behind the voice. Also, Deja Vu? I think you've been here before. Also, hi, Best Bud Metal Llama. Hi, Palacer. Love you, dude. Gotta stand on some safe spots here. Мне интересно, в этой игре действительно 1001 шип, если считать 3 шипа как один. Потому что 1001 не делится на 3. Поэтому я полагаю, что каждый шип это один. Несмотря на то, что их 3. Кто-то может пойти посчитать. So this level's an auto scroller, and at this point I'd like to give a shout out to the French restream where the Очередной автоскроллер передает привет французскому рестриму, где держатель мирового рекорда делает комментарии. Auto scroller portion, where ducking comes in handy. And the rest is just a few audio cue jumps. На прыжки он здесь ориентируется исключительно по звуку. That's where I like to die, right at the very end. Да, и говорит, вот там в самом конце я очень часто умираю в этом уровне. А можно представить, что это потеря 30 секунд. Не самая приятная смерть. И переход в пятый мир. There's more fireballs in it, and this time their position is random, and they're right over the door too, which is super nice. I don't know what it is about these indie platformer devs. They really like to throw random stuff at you. Yeah, there's a few real mean exits to levels. Еще одна жизнь, чтобы пройти игру. Это жестоко. You also have to fall and hit orbs. Yeah, 5-1 is just a hard stage in general. Уф. That queue is pretty rough. Какие запутанные уровни пошли. Alright, fireballs, play nice. Тут уже явный trial and error. В ходе прохождения надо просто изучать эти уровни. И запоминать, что происходит. Смерти неизбежны для казуалов. 5-3 это очередной очень сложный уровень. Это сейчас 5-2, он такой более легкий. Платформы с шипами. Еле-еле успел в цикл огнеметов. Alright, so 5-3 is real difficult. And the reason is because of that gold thwomp there on the right. It hops the direction opposite you're facing, so we want to grab the key and still have it hop to the right. Let's see if I can get it first try. Nope. It's pretty rare that you hit it first try. It's a really tough jump. Говорит, очень редко у меня получается этот скип с первого раза. То есть скип заключается в том, что он пропускает цикл у этой прыгающей статуи, подбирает ключ и сразу приземляется обратно на нее. Да, ранее этот уровень был для меня ранкиллером. Теперь это следующий уровень. Но что-то как-то не выходит у него этот уровень пока. Да, но это игра на ПК. Вот, потому что иначе придется ждать, пока вся золотая статуя попрыгнет назад. Теряем много времени. That's the hard part, though. Assuming I don't jump really early here. There we go, cool. Alright, now we can clap. Now the hard level. Теперь переход к сложному уровню, о боже. Выглядит
like no room for Потрясающе. error. So if you mess up that one jump, that's it. It's GG. Да, здесь нет шансов на ошибку. Иначе все паттерны сбиваются и... Oh, nope. Okay, I'm gonna have to do the backup strat. У него есть бэкап-страта, потому что он случайно потерял платформу, я так понял. Говорит, что я пришел сюда чуть-чуть поздно, я пропустил полцикла из-за этого, убиваю в паттерн прыжков. SGDQ равно ESA нет. Это разные ивенты, организованные разными людьми, ходящие в разных местах. И SGDQ вообще зимой. And this is 60 FPS? Yes. Glorious 60 FPS. Okay, got it. So now we just get to run Окей, попал в цикл, и можно здесь практически не останавливаясь побежать. Jump along with them, because jumping with Thwomps is fun. They seem to be having a good time with it. Прыгать с этими парнями является хорошей идеей. Yeah, that'd be kind of cool. Говорит, жалко, что эти ребята не делают каких-то звуков, как кирпичи из Марио. That's the last hard level in the run. So now we just have this little Самый последний сложный уровень в ране. Fall down in the fire and die in the middle of a race. I didn't do that. Nope. Shoutouts to Bearmundo again. Он говорит, легкий, пока только ты случайно не упадешь и не умрешь в лаве. Уровень выглядел простым, потому что там очень много шипов, и надо идти по строго выверенному маршруту. Иначе вы умираете. Уже почти конец рана, финальный босс, и прямо прямиком к концу рана есть большой кусок RNG, который может все заруинить. Обожаю, когда игры имеют кусок рандома в самом конце. Будем ли освещать ESA? Ну вот, как сказал Али, как получится. Может быть, нет. Я точно не буду освещать, потому что я буду там. Alright, so what I'm doing here, on the first and last key here, I'm canceling the animation. It's the closest thing to a glitch in the game, and it opens the door to the final boss. So now we're about to hear the best final boss theme of all time. So I'm just gonna shut up for a few seconds and let you all enjoy it. Финальный босс. Isn't it lovely? Шипастый сфинкс, статуя. Remember when I said I couldn't think of a song I disliked? I remember this И не one now. укладывается, да, конечно, в Estimate. Thankfully, the boss is really straightforward. You just hit it a few times. А, говорит, но нам везет, и босс не очень сложный. Ну, сам по себе. Here, which usually play nice. Okay, yeah, there we go. So yeah, so that's the final boss. Да. And but we're not done yet. We're not even done with the RNG yet. So, еще не конец игры. То есть мы победили босса, и теперь есть... Да, посылайте ему энергию, говорит. Потому что сейчас будет приятный кусок рандома. Этот блок справа, дверь. После того, как он закончит получать счет, и дверь может открыться либо через 0, либо через 10, ну вот, на промежутке от 0 до 10 секунд, только начнется играть музыка, и они до сих пор не знают, из-за чего эта дверь себя так ведет. И очень легко запороть ран, хороший, просто получив долгую дверь здесь. Это была очень быстрая дверь. Говорит, спасибо, дверь. And this is just a pretty straightforward escape. Get a little reminder of all the obstacles you face as you run by them. By Thwomp. Просто игра напоминает о всех противниках, так сказать, с которыми вы сталкивались. Противниками, преградами. Умереть здесь очень сложно. Но можно. И время 23:40.
Ну, фейлов было довольно много. Но видно, что игра сложная, What was the time on that? поэтому... Раннер молодец, конечно. 23:40. И игровое время 21:18, я понимаю, yeah, по нему замеряется мировой If рекорд. this suffering looks like it's fun, you should swing by the 1001 Spikes Discord. And, Если вы подумали, что эта join our игра races. веселая, It's a заходите в really, их really, really Discord fun game to race. и присоединяйтесь к So, гонкам. yeah, that's it from me. Thanks, everybody. Сегодня день не уложившихся в Estimate. А что, уже не первый? Dishonored не уложились в Estimate. Причем Dishonored не уложился в Estimate, даже Blood Thank you Thunder, for that который run. вчера And I в also хлеб have не a special уложился. announcement to make. М. We have raised Вот еще что-то было, по-моему. $500,000. И мы достигли $500 тысяч. Ура! Следом у нас будет супермикбой, это будет гонка с Вормхам Doctors Without и Borders, Фимбз. fine charity for the Summer Games Done Quick. Fine humanitarian organization. Midway And we Community, also any have percent a bunch of donations. по... We have Было $50 from несколько Gross бугурта Support, со because стороны I love людей, the которые Castlevania не series, из Midboy all the great Community, work им of как бы everyone сказали, involved идите in нахрен в эту SGDQ. игру не раните. Keep it up. Все это связано с тем, что